Падение. Взрыв. Потом тишина. Ты жив, но вокруг зеленый ад. Что делать в первые минуты, чтобы не стать частью джунглей навсегда? Осмотр себя и обломков. Ты очнулся. Вокруг искорёженный металл и дым. Ты жив. Но это только начало. Первое – проверь себя. Дышишь? Кровь идет. Можешь двигаться. Затем оглянись. Есть ли еще выжившие? Кричат ли? Шевелятся? Не паникуй. Ты должен быть спокойным. Страх – враг, хладнокровие – союзник. Если есть аптечка, используй. Нет аптечки, используй ткань от сидений или свою одежду. Острые части обшивки можно применять как нож. Не отходи далеко от места падения. Это может быть единственным ориентиром. А еще спасатели ищут именно обломки. Ищи воду. Может, на борту остались бутылки. Проверь запасы еды. Даже остатки важны. Осмотрись, нет ли материалов, чтобы развести огонь. Обломки, провода, даже топливо – все может пригодиться. Укрытие. Используй каркас фюзеляжа или крыло самолета. Главное – это защита от дождя и ночного холода. Сделай паузу. Вдохни. Ты жив, и ты уже начал бороться за жизнь. Если ты смотришь это видео, у тебя есть инстинкт выживания. Подпишись на канал, где каждый ролик – это шанс узнать, как спастись, когда все идет не по плану. Джунгли, город, горы, пустыня, хищники, катастрофы, ошибки, которые стоят в жизни. Здесь ты узнаешь не только, как выжить, но и как думать, чтобы выжить. Ты не жертва, ты выживший. Подпишись. Канал, который может однажды спасти тебе жизнь. Джунгли не прощают ошибок, ты в джунглях. Это не просто лес. Это ловушка из зелени, зноя и тишины. Первая угроза – жара и влажность. Ты вспотеешь за минуты. А значит, обезвоживание. Держи тело закрытым, длинные рукава, штаны, ткань на голове. Не только от солнца, а от насекомых. Они повсюду, и почти все могут убить. Комары переносят малярию, мошки – лихорадку, денге. Открытая рана – это ворота для инфекции. Поэтому закрывай царапины сразу, даже листьями. Смотри под ноги. Может показаться, что это лист, но это может быть жаба с ядом или змея, которую ты не заметишь до укуса. Никогда не трогай то, чего не знаешь. Некоторые растения выглядят съедобно, но сожгут тебе рот изнутри. Некоторые ягоды ядовитые, даже если пахнут вкусно. Голод страшен, но отравление страшнее. Если не уверен, лучше не ешь. Лучше быть слабым, чем мертвым. И помни, джунгли всегда смотрят. Они не делают ошибок. А ты? Где укрыться и как пережить ночь в джунглях – не отдых, а испытание. Когда солнце садится, джунгли оживают. Хищники выходят на охоту. Температура падает. Влажность становится ледяной ловушкой. Твоя цель – укрытие. И ты не в доме. Ты в мире, где все может убить. Найди сухое место под большим деревом или у склона. Собери ветки, лианы, пальмовые листья. Построй навес, который защитит от дождя. И главное, подними тело над землей. Трава и почва ночью становятся мокрыми и холодными, а змеи и насекомые любят тепло твоего тела. Если есть обломки самолета, используй металл, кресло, ткань. Один кусок может спасти от холода. Не спи на открытом воздухе. Даже если устал. Теперь огонь. Факел. Сигнал. Оружие. Сухие ветки, мох, листья. Если есть зажигалка или стекло, используй. Иначе трение. Да, это трудно, но возможно. Костер – это жизнь. Он отпугивает зверей, сушит одежду, поднимает мораль. Но помни, это сигнал. Для спасателей или для тех, кого ты не звал. Спрячь огонь частично. Закрой с 3 сторон. Пусть свет не видно издалека. Чтобы не замерзнуть, ложись ближе к огню, но не прямо к пламени. Положи между собой и землей листья, ветки, ткань. Тропики обманчивы, днем жара, ночью дрожишь, как в Арктике. И главное, не спи слишком крепко. Прислушивайся, потому что джунгли не дремлют. Никогда. Сигналы спасения ты выжил, но теперь тебя должны найти. Иначе все зря. Первое правило – сделай себя видимым. Начни с простого, разложи обломки самолета на открытой площадке.
Яркие части фюзеляжа, кресла, одежда. Собери это в геометрическую форму, крест или стрелку. Так глаз спасателя быстрее уловит сигнал. Если есть зеркало, металл или стекло, используй как отражатель. Днем направляй блики на небо или пролетающие вертолеты. Это видно на десятки километров. Костер – универсальный маяк. Но обычный дым может быть незаметен. Добавь зеленые листья, сырые ветки, они дадут густой белый дым. Такой дым – это крик о помощи в небе. Шум – еще один сигнал. Если у тебя свисток, крышка, кусок металла, бей, свисти, стучи. Повторяй через равные промежутки. Может, кто-то уже рядом. На земле напиши «Help» или «SOS». Используй камни, ветки, ткани. Буквы должны быть не меньше 3 метров, чтобы их увидели с воздуха. И помни, ждать спасателей стоит только первые 3 дня. Потом, если никого, принимай решение. Выживание – это не про ожидания. Это про действие. Ты не просто потерян. Ты жив. И ты хочешь, чтобы мир это понял. Если ты решил идти, наступил момент, когда ты понимаешь, никто не придет. Теперь тебе нужно идти. Но куда? Первое – определи направление. Смотри, где солнце встает и где садится. Солнце всегда подскажет, где восток, где запад. Следи за тенями, они помогают сохранить курс. Ищи реку или ручей. Вода ведет к людям. Поток всегда идет вниз, к деревням, дорогам, цивилизации. Смотри на мхи или шайники. Они чаще растут с теневой стороны деревьев, на севере. Но помни, это не точный компас, а лишь подсказка. Главное, не ходи по кругу. Запоминай ориентиры: странное дерево, камень, рисунок на коре. Можно оставить метки, привязать ткань, вырезать знак. Так ты поймешь, если вернулся туда, где уже был. Если у тебя только один рюкзак, бери то, что помогает выжить. Воду, острый предмет, огниво или зажигалку, теплую одежду, антимоскитную защиту. Пища на последнем месте. Ты проживешь без еды. Без воды нет. Днем иди медленно, с паузами. Береги силы. Не иди под палящим солнцем, лучше утром и ближе к вечеру. Ночью найди безопасное укрытие. В джунглях ночью ты не охотник, ты добыча. Оцени каждый шаг, не геройствуй. Твоя цель – не дойти быстро, а дойти живым. Психология выживания. Выживание – это не только навыки. Это игра разума против страха. Страх съедает тебя изнутри. Он парализует. Он шепчет: ты не выберешься. Но это ложь. Ты можешь. Ты должен. Люди выживали в джунглях неделями. Не потому, что были сильнее или умнее, а потому, что не сдались. Один парень из Перу спасся после крушения. Он шел 11 дней. Без еды. С зараженными ранами. Его спасла не медицина. Его спасла цель – выжить. В такие моменты важны маленькие победы. Ты нашел воду – победа. Пережил ночь – победа. Сделал шаг утром, когда все болело – победа. Думай не о неделях. Думай о следующем шаге. Только он важен. И главное, не бойся джунглей. Они не враг. Они – испытания. Бояться стоит одного – опустить руки. Удивительные факты. Кто выжил, когда никто не верил, иногда реальность звучит как сценарий фильма. Но это правда. Юлиана Кёпке, 17-летняя школьница. Единственная, кто выжил после крушения в Перу. Она выпала из самолета с высоты 3 километров. Без парашюта. Приземлилась в джунглях. Сломанная ключица. Зараженные раны. Но встала и пошла. 9 дней без еды. Она спаслась. Одна. Авиакатастрофа в Колумбии 2023. Выжили 4 детей, самому младшему 1 год. Они провели в джунглях 40 дней. Без взрослых. Сами искали воду. Сами строили убежища. Они жили, когда взрослые бы сдались. Статистика пугает. Выжить после падения – шанс 1 к миллиону. Но шанс есть. И каждый, кто выжил, повторяет одно – спокойствие, настойчивость, вера. Ты не просто человек в джунглях, ты борец. А это значит гораздо больше, чем просто выживший. Пока ты движешься, ты жив. Пока ты веришь, ты спасешься. Джунгли не убивают. Люди умирают сами, от ошибок, страха, отчаяния. Твоя задача – не стать одним из них. Выживи.
Вернись и расскажи эту историю.